Друзья, сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по следам древних цивилизаций. От таинственных пирамид в джунглях до пещер, вырезанных с невероятной точностью, эти сооружения до сих пор ставят ученых в тупик. Как люди тысячи лет назад, без современных технологий, создавали такие шедевры? И что, если за этим стоит утерянная цивилизация, чьи знания превосходили наше воображение? Погрузимся в эту загадку вместе. Первое. Храм Солнца в Олантайтамбо. Чудо инкской инженерии. Глубоко в священной долине Перу, среди высоких гор, возвышается храм Солнца в Олантайтамбо. Шедевр древней архитектуры. Его главная достопримечательность – стена из 6 монолитов, состоящая из огромных каменных блоков весом до 50 тонн каждый. Эти гигантские камни были доставлены на вершину горы и обработаны с такой точностью, что между ними не проходит даже лист бумаги. Как инки, не имея колеса и сложных механизмов, смогли это сделать? Ученые предполагают, что для транспортировки использовались бревна, веревки и сила сотен рабочих. Камни вырезались с помощью техники ашларной кладки, позволяющей идеально подгонять их друг к другу без раствора. Эта технология не только придавала стенам красоту, но и обеспечивала устойчивость к землетрясениям, частым в Андах. Интересно, что строительство храма внезапно остановилось. На площадке остались разбросанные инструменты и недоделанные блоки, словно работы прервала какая-то катастрофа. Это дает нам уникальную возможность заглянуть в процесс строительства инков. Храм Солнца также связан с астрономией. Его камни выровнены так, чтобы отмечать солнцестояние, ключевые события в инкском календаре. Легенды местных кичуа помогли археологам понять, как эти линии указывали на движение Солнца, подчеркивая связь инков с космосом. Второе. Водные зеркала. Астрономия и гидравлика инков. Рядом с храмом Солнца находятся так называемые водные зеркала – бассейны, созданные с поразительным мастерством. Их гладкие каменные поверхности отполированы до блеска, чтобы идеально отражать звезды. Эти зеркала использовались для наблюдений за небесными телами, помогая определять время посевов, сборов урожая и религиозных праздников. Инки проявили невероятные навыки в управлении водой. Они построили сложную систему акведуков, чтобы вода из рек и родников поступала в зеркала круглый год. Эти сооружения были забыты на века, заросли растительностью, но в 1990-х году археологи с помощью георадаров обнаружили их. Реставрация потребовала ювелирной работы, чтобы сохранить оригинальную кладку. Интересно сравнить водные зеркала инков с римскими имплувиями, водными резервуарами в домах для сбора дождевой воды. Но если римляне использовали их для бытовых нужд, инки интегрировали зеркала в свои духовные и астрономические практики, что делает их уникальными. Третье. Саксайуаман – крепость или святилище? Над древней столицей инков, городом Куско, возвышается грандиозная крепость Саксайуаман. Ее стены, сложенные из камней весом до 200 тонн, поражают воображение. Камни подогнаны так плотно, что между ними не проходит лезвие. Как инки транспортировали эти глыбы на расстояние километров? Скорее всего, с помощью бревен, веревок и тысяч рабочих. Саксайуаман – это не только крепость. Зигзагообразные стены, напоминающие зубы пумы, символизировали священное животное, а весь Куско, по легенде, был спланирован в форме пумы. Стены также имеют астрономическое значение, выравниваясь с солнцестояниями и равноденствиями. Удивительно, но Саксайуаман обладает акустическими свойствами. Звуки, произнесенные в определенных точках, разносятся на большие расстояния без эха. Это могло использоваться во время церемоний, чтобы голос лидера достигал толпы. В отличие от Мачу-Пикчу, построенного как королевская резиденция, Саксайуаман был символом мощи и божественной власти. Мачу-Пикчу с его меньшими камнями и гармонией с природой создает мистическую атмосферу, тогда как Саксайуаман – это монумент силы. Четвертое. Пирамиды майя. Наследники древней мудрости. Переместимся в джунгли Центральной Америки, где скрываются пирамиды майя. Эти сооружения, такие как пирамида в Чичен-Ице, поражают своей точностью. Во время равноденствий свет и тень создают иллюзию змеи, сползающей по ступеням, что отражает глубокие астрономические знания майя. Исследователь Грэм Хэнкок считает, что майя могли унаследовать свои знания от более древней цивилизации, уничтоженной катаклизмом около 12 811
600 лет назад. Он указывает на схожие архитектурные и астрономические элементы у майя, египтян и других культур, предполагая существование глобальной морской сети, распространявшей знания по всему миру. Майя владели сложной математикой, включая концепцию нуля, и создавали точные календари, предсказывавшие затмение и движение планет. Хэнкок задается вопросом, могли ли эти достижения быть наследием исчезнувшей цивилизации, чьи следы стерли наводнение и время? 5. Пещеры Барабар. Акустические тайны Индии. Теперь перенесемся в Индию, где в III веке до нашей эры были вырезаны пещеры Барабар, древнейшие образцы скальной архитектуры. Заказанные императором Ашокой для буддийских монахов, эти пещеры поражают гладкостью стен, отполированных до зеркального блеска. Акустика внутри невероятна, даже шепот создает мощное эхо. Как древние мастера, используя лишь железные долота, смогли вырезать сотни тонн гранита с такой точностью? Некоторые ученые предполагают, что использовался огонь для размягчения камня, но загадка остается. Пещеры могли служить не только для медитаций, но и для экспериментов со звуком, возможно, для духовных или научных целей. Сравнение с Гипогеем на Мальте, где также обнаружены необычные акустические свойства, наводит на мысль о глобальном знании древних о звуке. Некоторые даже предполагают, что пещеры Барабар были лабораториями для металлургии, учитывая богатые залежи железа в регионе. 6. Ла-Вента. Наследие ольмеков. В Мексике, в джунглях Табаско, находится Ла-Вента, центр ольмекской цивилизации, одной из древнейших в Мезоамерике. Раскопки 1950-х годов раскрыли пирамиду, выровненную по звездам, и знаменитые колоссальные головы из базальта, вероятно изображавшие правителей. Сложные захоронения и мозаики из серпентина рассказывают о богатой мифологии ольмеков. Ла-Вента демонстрирует передовые инженерные и астрономические знания, но тропический климат угрожает сохранности этих памятников. Исследования продолжаются, чтобы защитить это наследие и глубже понять ольмеков. Заключение. Утерянная цивилизация? От инкских храмов до пещер Индии и пирамид майя эти сооружения объединяет невероятная точность и связь с космосом. Возможно ли, что за ними стоит утерянная цивилизация, чьи знания передавались через поколения? Грэм Хэнкок верит, что катаклизм стер ее следы, но выжившие распространили мудрость по миру. Что вы думаете? Были ли эти достижения результатом гениальности отдельных культур или наследием чего-то большего? Напишите в комментариях и не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новые загадки истории.